Друзья, всем привет! Сегодня, в общем-то, хочу рассказать о таком интересном практическом совете, который ввиду уже сильного распространения автоматизированных трансмиссий, автоматических коробок передач уходит уже в небытие. В общем-то, такой интересный момент, в общем, как пользоваться коробкой передач без выключения сцепления, то есть не задействуя педаль сцепления, как вам двигаться, переключать передачи, в общем, на повышенную, на пониженную. В общем-то, раньше многие водители обладали этим навыком, этим приемом. Сейчас многие, наверное, об этом уже и не знают. Обладая этим навыком, можно, в принципе, передвигаться самому с поломкой сцепления. Ну, соответственно, если оно у вас не буксует, а у вас сломался узел выжима сцепления, то есть где-то на трассе, если вы подломались, вам не придется вызывать эвакуатор. То есть где-то по ровной дороге, по трассе, вот не в городе, конечно же, то есть вам будет, в принципе, реально передвигаться самому. Сейчас я на своем примере, то есть сам вам покажу, в общем, как это делается. В общем, ничего сложного в этом нет, главное понять сам принцип. И, в общем, смотрите, пробуйте. Однозначно полезный навык. Значит, друзья, метод основан на выравнивании угловых скоростей коленчатого вала двигателя и вторичного вала коробки передач. Собственно, это же и происходит при нормальном переключении. Для этого у нас в коробке нужны синхронизаторы, чтобы безударно, плавно включать передачи. То есть синхронизатор — это такое фрикционное устройство, которое подтормаживает опережающий вал и вводит муфты в зацепление, то есть без удара, нормально. Здесь же нам придется самим максимально выравнивать скорость коленчатого вала и скорость непосредственно движения автомобиля, то есть вращение вторичного вала в коробке, чтобы у нас муфты без удара входили в зацепление. Здесь нам на руку тоже, конечно же, синхронизаторы, то есть они тоже в этом немножко помогают. Знаете, да, что задняя скорость чаще всего на механических коробках не имеет синхронизатора, и если у вас автомобиль имеет какую-то остаточную скорость движения, то есть если вы не полностью остановились и пытаетесь включить заднюю скорость, раздается неприятный хруст. Включая, в общем, заднюю передачу, не дождавшись, пока остановится вал в коробке передач, приводите к тому, что муфта не входит спокойно, а, значит, замыкается с хрустом. Сейчас выйдем на трассу, и я на примере покажу, в общем, как можно спокойно, без ударов, без всякого травмирования коробки передач, переключаться вверх, переключаться вниз, в общем-то, нормально двигаться в условиях. Да, друзья, ну вот, в принципе, все готово. Смотрите, я камеру размещу вот таким образом, чтобы вы могли наблюдать за моей левой ногой, что... Так, сейчас я настрою. В принципе, вам нужно видеть и рычаг КПП. Ну вот она, педаль сцепления. Вот я ее выжимаю, в принципе, все видно, да? Вот моя нога. Никуда она не денется. То есть тут она и будет стоять. Обращайте на это внимание. Что, в общем-то, я вас не обманываю, что все это реально. Многие об этом, как я уже говорил, знают, но, опять же, многие не знают. Так, ну, в общем-то, как нам начать движение? Начать движение очень просто. Включаем первую передачу. Первую передачу, мотор у нас заглушен. Значит, ногу, вот она нога, я ее вот сюда убираю, вот смотрите. И, включив первую передачу, поворачиваем ключ зажигания. И готовимся к тому, что автомобиль начнет движение после того, как запустится мотор. То есть поворачиваем ключ на запуск и едем. Все, мотор у нас запустился. Я сейчас движусь по обочине, смотрите. Набрав порядка 20 км в час на первой передаче, тянем рычаг на себя. Оп, он вышел спокойно. И тянем его вниз, поддавливая. Но поддавливайте не очень сильно. То есть, а так, в меру. Набрав порядка 40-50, выводим. И включаем третью. То есть, делать это надо достаточно быстро, пока у вас не упали обороты. Но либо поддерживая обороты в том диапазоне, в котором они были на этой скорости. То есть вот сейчас я еду на третьей, мне уже подсказчик говорит четвертую включить. Скорость сейчас порядка 60 км в час, обороты у меня 2600 где-то. То есть, ну, можно четвертую включить, мотор уже достаточно резво так ревет. Смотрите, выводим третью, вот я двумя пальцами, смотрите, вывожу. Вот, оп. Если не получилось, поднимите обороты повыше.
поднимите повороты повыше, и в момент падения оборотов, в общем, когда подберется такая скорость, то есть поддавливая пальцем рычаг переключения, в общем, вы почувствуете тот момент, когда он легко зайдет, без всякого хруста, без всякого усилия. То есть слишком сильно не тяните, не пытайтесь передавить, все равно не получится, когда, в общем-то, разница в скоростях будет слишком большой. А когда скорости выровняются, передача, в общем, воткнется сама собой. Вот мы едем, в принципе, уже на 4-й передаче, едем в горку. Можно подразогнаться и включить 5-ю. Сейчас скорость 80. Опять же 2500 у нас обороты. Вот чувствуем, что машина идет легко. Выводим 4-ю. Оп. Оп. Немножко я задрал обороты. Но, в общем, ничего страшного. Главное рычаг направлять куда надо. Немножко поддавливая, опять же, напоминаю. И в момент, когда у нас скорости синхронизируются коленчатого вала и, в общем, вала коробки передач, то, в принципе, у нас произойдет включение передачи. Вот я еду на 5-й, нога у меня как была здесь, так и висит. Ничего тут не происходит. Ну, в принципе, в таком режиме можно двигаться сколь угодно долго. Конечно же, в общем, не в активном трафике, не в городе. Но доехать до места ремонта, в принципе, возможно. Теперь смотрите, повышение происходит немножко проще, чем понижение. Понижение передачи сопровождаться должно перегазовкой, то есть повышением принудительно, повышением оборотов при переходе на низшую передачу. То есть здесь помним, как при торможении двигателем, да, у нас педаль акселератора отпущена, и машина накатом пытается разогнать мотор. Здесь происходит то же самое. Вот я сбросил газ, вот, вывожу, вот у нас нейтраль. Сейчас хочу перейти на 4-ю. Чтобы это сделать, поднимаем обороты, поддавливаем. Когда обороты начинают падать, в тот момент, когда выровняются угловые скорости валов, в общем-то, у нас передача включится. Это также при переходе на 3-ю, смотрите, едем, 4-я. Скорость сейчас у нас 60. Вот. Поддавливаю одним пальцем, смотрите. Держу обороты ровно. Немножко играю педалью акселератора. Оп. Находим такой момент, когда у нас она легко вышла. Задираем обороты, поддавливая. И включается, вот 2 пальцами включается 3-я. Так, там машина, ребят. Немножко добавим ходу, а то люди ждут, когда мы проедем. Так, ну да ладно. Ну, в общем-то, давайте уже останавливаться, покажем поворот. Вот смотрите, вывожу с 3-й, сбрасываю где-то до 20, перегазовка и 2-я. Выводим со 2-й, ну и 1-я, она у нас уже практически на нуле включается. Также перегазовка, все, 1-я, вот я еду на 1-й. Останавливаемся. Останавливаться, смотрите, вот не хочет выходить с 1-й. Чуть-чуть добавили газу. Оп, все, вышло. Все, останавливаемся. Ну, друзья, как-то так. Уверен, многие из вас знают об этом, как сейчас модно говорить, лайфхаки. Но если вдруг не знали, то, надеюсь, вам это видео было полезным. Обязательно поставьте лайк, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Удачи вам, конечно же, на дорогах, и пока-пока.